Все началось с таинственного появления острова, которого на картах не должно существовать. В Бермудском треугольнике, известном своими загадочными происшествиями, неожиданно возник кусок земли, который радары и спутники не могли обнаружить. Местные рыбаки первыми заметили это аномальное явление в безбрежной синеве океана. Остров словно появился из ниоткуда, окруженный густым туманом, как будто скрывающим его от посторонних глаз. Капитаны судов, проходивших мимо этого места, отмечали, что их компасы начинают вести себя странно. Стрелки вращаются без остановки, отказываясь показывать север. Но что же скрывает эта загадочная земля? Те смельчаки, которые отважились ступить на ее берега, утверждают, что остров будто задержался во времени. На его песчаных пляжах находят предметы, не вписывающиеся в нашу эпоху, от античных амфор до средневековых артефактов, прекрасно сохранившихся, словно сотни лет прошли мимо этого места. Исследователи, пытавшиеся разгадать тайну острова, наблюдали странные природные явления. Деревья, растущие вверх корнями, и звуки, напоминающие отголоски далекой симфонии, раздающиеся из глубин джунглей. Однако самое удивительное — это плотность времени на острове. Люди, проводившие там всего день, возвращались обратно, утверждая, что прошло несколько недель. Температура на острове меняется настолько резко, что утро может начаться с жаркой тропической жары, а к обеду смениться ледяным холодом. Какие силы играют этими природными стихиями? Те, кто пытался задокументировать странности, сталкивались с тем, что записанные показания приборов исчезают или оказываются бесполезными. Но это лишь начало загадок, окружающих этот остров. Вскоре после своего появления он исчезает так же внезапно, как и появился, оставляя после себя лишь воспоминания и бесконечные вопросы. Что же произойдет, когда эта земля снова покажется на горизонте? И какие еще тайны она может раскрыть для тех, кто осмелится ступить на ее зыбкие берега? Столкновение с призрачной землей. Туман, окутывающий остров, словно живая сущность, движется вместе с течением, проникая в глубины сознания тех, кто оказывается рядом. Капитаны судов, осмелившиеся приблизиться, сталкиваются с невероятными перегрузками приборов и необъяснимыми магнитными аномалиями. Их компасы ведут себя странно, стрелки описывают замысловатые круги, не поддаваясь законам физики. Однажды, во время сильного шторма, экипаж небольшого рыболовецкого судна оказался втянут в опасный вихрь среди удушающего тумана и исчез на несколько недель. Когда оно вышло из тумана, команда была изнурена и не могла объяснить, где они находились все это время. Но самое тревожное — это рассказы людей, которые врезались в остров, когда на горизонте него не было. Ночью в тишине и темноте корабли, идущие курсом вдоль Бермуда, вдруг сталкивались с чем-то массивным и невидимым. Моряки клялись, что видели на борту странных людей в старинной одежде, которые безмолвно стояли на берегу, как призраки прошлого, наблюдая за плаванием чужаков. Внезапные сбои электроники и исчезновение сигналов добавляют этой загадке еще больше напряженности. Пока мы стараемся разгадать феномен этого острова и понять, какую роль он играет в головоломке Бермудского треугольника, все больше свидетельств указывает на то, что эти столкновения с призрачной землей — лишь начало таинственной истории, где реальность переплетается с необъяснимым. Какие еще секреты скрывают волны и штормы, окружающие таинственный берег? Реликвии прошлого, найденные на берегах, сияющие на солнце песчаные берега острова, таят в себе множество загадок. Местные рыбаки, рискуя жизнью, обнаруживают на побережье нечто невероятное. Древние реликвии, которые, казалось бы, не могли выжить в жестокой стихии времени. Представьте себе античные амфоры, покрытые разнообразными узорами, лежащие среди морской соли и песка. Почему эти артефакты, выглядящие как новые, оказались здесь? Ученые, изучавшие находки, пришли в замешательство. Керамика, датированная разными эпохами, была произведена в местах, отстоящих друг от друга на тысячи миль. И это только начало. Помимо амфор, здесь обнаруживали и другие артефакты. Средневековые мечи, блеск которых не потускнел, и монеты с неизвестными науке символами. Историки, до сих пор пытающиеся разгадать тайну этих предметов, полагают, что они могли принадлежать давно исчезнувшим цивилизациям. Но как они оказались на острове, который по всем законам природы не может существовать? Одно из самых удивительных открытий — это компас из золота, который всегда указывает в сторону центра острова, будто магнитом притягивая к его загадочным недрам. Каждый новый артефакт, найденный здесь, вызывает еще больше вопросов. Например, откуда на берегу могла появиться испанская галеона с несметными сокровищами, если о ее плавании нет ни строчки в аналах истории? Ответы могут скрываться в глубинах острова, но пока никто не рискнул исследовать его полностью. Возможно, в следующий раз, когда эта земля всплывет из океанских глубин, она откроет миру новые тайны и подарит еще больше загадочных находок. Но готовы ли мы принять эти откровения? Часы времени.
Находки, не поддающиеся объяснению. На этом загадочном острове время, кажется, принимает причудливую форму. Те, кто пришли с целью исследовать его берега, обнаружили вещи, которые ставят под сомнение наше понимание хода времени. Представьте находку, которая пробуждает истину, выдернутую из потока веков. Это часы, хозяйничающие на острове, находки которых не поддаются объяснению. Эти артефакты, найденные в песке, не похожи на современные часы. Их механизм невероятно сложен, с компонентами, изготовленными из материала, который нигде не встречается на Земле. Один из таких экземпляров хранит в себе невероятную тайну. Механизм, который, по оценкам экспертов, был создан задолго до того, как человечество изобрело первые примитивные хронометры. Среди находок древние солнечные часы, которые, несмотря на свою возрастную патину, показывают время точнее любого современного прибора. Как ни удивительно, но на поверхности их циферблатов отчеканены символы, неизвестные ни одному языковеду, будто сами звезды диктовали их положение. Эти часовые механизмы опровергают законы физики, пашут время в обратную сторону, что приводит исследователей в замешательство. Каковы их происхождение и назначение? Возможно, это вопросы, на которые у человечества еще нет ответов. Но еще загадочнее – это кристаллы, обрамленные в золотые оправы, которые излучают свечение, когда приходит ночь. Ученые, изучавшие их, до сих пор не могут объяснить источник их света, лишь предполагая, что они могут взаимодействовать с энергетическими потоками самого острова, чьи таинственные силы продолжают ставить загадки перед теми, кто осмеливается разгадать их тайну. С каждым новым открытием на этом острове мир, который мы знаем, становится все более хрупким, а его границы все более размытой иллюзией. Эти часы времени на острове оставляют после себя нечто большее, чем просто вопросы. Они предлагают нам взглянуть на саму ткань времени и пространства, которые мы так привыкли считать непреложными. И хотя мы еще далеки от полного понимания, ясно одно – остров хранит еще множество тайн, готовых удивлять и шокировать человечество. Исчезновение в никуда. Люди, пропавшие на острове Легенды, об исчезновениях на этом таинственном острове словно оживают на глазах. Сообщения о людях, пропавших без вести в этом загадочном уголке Бермудского треугольника, регулярно всплывают в рассказах моряков и исследователей. Один из таких случаев оставляет особенно яркий след в истории. Это история молодой экспедиционной группы, отправившейся исследовать загадочные артефакты острова. Их лодка, покинувшая местный порт солнечным утром, должна была вернуться через пару дней, но она так и не показалась на горизонте. Когда через недели поисков спасательные команды наконец нашли лодку, оставленную на побережье, она была пуста. Все запасы еды и воды оставались нетронутыми, как будто группа просто исчезла, оставив все позади. В радиопередачах, записанных незадолго до исчезновения, слышались странные звуки, похожие на эхо далеких голосов и шорохов. Рассматривая место происшествия, очевидцы говорили о странных тенях, мелькавших в лесах, исчезающих между деревьями, как будто сама природа становилась частью загадочного спектакля. Но эта история не единственный случай таинственного исчезновения. Есть свидетельства о других людях, пропавших в тумане, который словно закрыл их от мира навсегда. Их лица обвиваются легендами, их имена становятся частью мрачной тайны острова. Некоторые считают, что остров принимает их в свои глубины, другие говорят, что это лишь начало их путешествия в другое измерение времени и пространства. Эти исчезновения остаются скрытыми за плотной завесой тайны, оставляя за собой лишь догадки и страх перед неизвестным. Что происходит с людьми, когда они пересекают невидимый порог острова? Ответ остается неуловимым, как и сам остров, возвращающийся в пелену неизвестности. И пока он продолжает скрываться в океанских глубинах, загадка людей, исчезнувших на его берегах, остается неразгаданной. Как изменяется местоположение острова? Пока остров продолжает прятаться от мира, его местоположение кажется подвижным и непостоянным, словно сам океан решает, где ему быть. Исследователи, которые пытались зафиксировать координаты таинственного места, сталкивались с невообразимыми трудностями. Практически невозможно предугадать, где он появится снова. Некоторые мореплаватели утверждают, что видели его у юго-восточных берегов один раз, а в следующий сокровище на сотни миль дальше, в сторону Кубы. Казалось, что сам остров перемещается, как будто плывет под влиянием невидимых течений, скрытых от человеческих глаз. Ученые предполагали, что перемещение острова может быть связано с мощными подводными течениями или тектоническими сдвигами. Однако ни один из приборов не способен уловить этих движений. Компасы, даже самые современные, теряют ориентацию, когда пытаются зафиксировать координаты. В те моменты, когда остров вновь появляется, он окружен туманом, который словно является его неотъемлемой частью.
Туман действует как своего рода защитная пелена, не позволяя никому точно зафиксировать его местоположение. Это явление поражает многих исследователей и ученых, заставляя их ломать головы над разгадкой. Но, несмотря на все попытки найти рациональное объяснение, остров продолжает перемещаться, оставаясь неуловимым для современных технологий. Его изменяющееся положение усугубляет тайну, словно остров играет в прятки, избегая быть пойманным. Часто моряки замечают, что компасы начинают безумно кружиться, приближаясь к месту, где недавно был остров. Еще удивительнее, что координаты в дневниках старинных мореплавателей не совпадают с современными наблюдениями, будто остров перемещался с веками. Остается загадкой, что заставляет этот кусок суши блуждать по океану, но ясно одно — его секреты остаются недоступными, как и само его местонахождение. Свидетельства очевидцев — встречи с необъяснимым. Многие из тех, кто столкнулся с необъяснимым, связав свой путь с таинственным островом, оставили за собой невероятные свидетельства. Один из таких событий случился с командой мореплавателей, чье судно случайно оказалось близ острова в момент его появления. Они не сразу заметили загадочную землю, пока туман не отступил, открыв берег. Моряки рассказывали, что на берегу стояла фигура в старинной одежде, поразительно напоминающая людей из далекого прошлого. Таинственный незнакомец, казалось, наблюдал за ними, но прежде чем они успели подойти ближе, он словно растворился в воздухе. Еще одна история исходит от туристов, которые намеренно отправились на поиски этого места. Их гид уверял, что знает направление, и несмотря на предупреждения о необъяснимых явлениях, группа не дрогнула. Оказавшись на острове, они обнаружили странные круги на песке, похожие на те, что оставляют корабли-призраки. По словам туристов, казалось, что кто-то невидимый ведет наблюдение за каждым их шагом. Они слышали неясные голоса и видели отблески света, которые не могли быть солнечными бликами. Это было похоже на свет, исходящий из глубин леса, но они не смогли выяснить источник. Некоторые моряки утверждают, что в моменты, когда остров исчезает, они продолжают ощущать его присутствие. Компасы начинают вести себя странно, словно пытаясь указать на что-то невидимое. Это вызывает странное чувство, будто сама природа становится участником театра загадок и тайн. Эти свидетельства, собранные воедино, рисуют картину, полную необъяснимых явлений, словно сам остров хранит в себе секреты, которые не стремятся быть раскрытыми. Люди возвращаются с рассказами о пережитом опыте, который ставит под сомнение привычные представления о реальности и времени. И пока остров продолжает скрываться за пеленой тумана, остается только гадать, какие еще тайны он хранит для тех, кто осмелится исследовать его глубины. Предания древности, мифы и легенды. Погружаясь в таинственные воды прошедших столетий, мы сталкиваемся с легендами и мифами, которые окружают загадочный остров. Местные племена, живущие на ближайших берегах, веками передают одну и ту же историю о земле, которая появляется лишь раз в 100 лет. Сами племена считают этот остров священным местом, где обитают духи их предков, и называют его землей перехода, где встречаются прошлое и будущее. В мифах говорится, что остров защищен могучими силами природы, от тумана, который скрывает его, до штормов, охраняющих подступы к его берегам. Согласно преданиям, лишь избранные могут ступить на его священные пески, и только они смогут понять язык, на котором говорят древние артефакты, найденные на его берегах. Считалось, что те, кто смог разгадать загадки острова, открывали тайны времени и вечности. В легендах упоминается один древний капитан, который рвался к острову в поисках сокровищ. Говорят, что ему удалось добраться до мистической земли, и он исчез на десятилетия. Вернувшись, капитан выглядел так, будто не прошел ни один год. Он рассказывал истории о странных городах и людях, которые несли на себе отпечаток давно минувших эпох. Другие легенды предупреждают о духах острова, которые могут заманить путников в джунгли и не выпускать обратно. Эти истории предупреждают о том, что остров может быть одновременно заманчивым и опасным, и те, кто забывает об осторожности, рискуют исчезнуть навсегда. Сквозь все эти мифы и легенды неизменно пронизывается одна мысль. Загадочный остров скрывает в себе секреты, которые могут изменить наше понимание времени и истории. Но пока он остается скрытым за пеленой тумана, его тайны продолжают будоражить умы тех, кто осмеливается изучить его в надежде раскрыть древние загадки. Технологии, обогнавшие время. На этом этапе нашего захватывающего путешествия мы сталкиваемся с удивительными находками, которые лишь добавляют загадочности таинственному острову в Бермудском треугольнике. Некоторые исследователи утверждают, что именно здесь обнаружены технологии, обогнавшие свое время. Представьте себе,
Среди реликвий найдены устройства, которые, казалось бы, не могли существовать в эпоху их создания. На берегах находят сложные механизмы, не поддающиеся современной науке, вызывая шок и недоумение даже у опытных инженеров. Одним из таких устройств стала своеобразная машина, напоминающая современный генератор. Изготовленная из материалов, не встречающихся в нашей периодической таблице, она обладает свойством накапливать и высвобождать энергию. Ученые оказались в замешательстве. Ее работа базируется на принципах, которые только начинают понимать в современных лабораториях. Оказалось, что энергия, накопленная этим устройством, способна питать целый город, и все это на острове, который едва появляется и исчезает перед глазами. Еще одна находка — инструмент, идентифицированный как устройство связи. Удивительно, но он способен передавать сообщения без использования известных технологий, что заставляет поверить в его инопланетное происхождение. Однако, несмотря на все усилия, секрет его функционирования пока остается недостижимой загадкой. На острове также найдены карты, указывающие на расположение давно забытых городов и сооружений, предсказавших будущее их открытия современным исследователям. Эти достижения заставляют пересматривать представления о развитии технологий, ломая стереотипы о том, что возможно или невозможно. Мог ли остров быть частью утраченной цивилизации, или же это дел рук другого разума? Одно ясно точно — загадки, скрытые в пиктограммах и символах, оставляют больше вопросов, чем ответов. И хотя разгадка тайны еще далеко, эти открытия говорят о том, что цивилизация, пребывавшая здесь, была намного умнее и технологичнее, чем мы могли себе представить. Но, как и сами механизмы, история острова остается за пределами нашего понимания, спрятанная в глубинах прошлого, куда так хочется заглянуть. Нереальные совпадения и их разгадки. Итак, погружаясь в самые глубины тайны этого острова, мы сталкиваемся с удивительными совпадениями, которые, кажется, превосходят любые известные нам законы вероятности. В одной из экспедиций ученые обнаружили, что различные найденные артефакты идеально сочетаются между собой как части головоломки. Один из таких случаев — это необычный компас, который, по предположению, ведет к определенной точке на острове, но только в сочетании с другими найденными механизмами. Когда исследователи попытались собрать эти устройства, они внезапно активировались, создавая свечение, окрасившее все вокруг в мистический свет. Но это не единственное странное совпадение. Одновременно с этой находкой в другой части острова было найдено письменное свидетельство, древний свиток, который словно предсказывал саму экспедицию, описывая одежду и облик ее участников. На свитке был изображен тот самый момент, когда загадочные устройства начали взаимодействовать. Сложно поверить, что все это просто стечение обстоятельств. Ведь документация на древнем языке указывала даже на даты, которые совпадали с современными календарями. Еще один интересный случай связан с обнаружением фрагмента карты, похожей на астрономическую диаграмму. Удивительно, но это небесное тело, отраженное в звездах, вскоре было идентифицировано современными астрономами как комета, проходившая мимо Земли в очень редкий период. Как древним авторам удалось предсказать об этом событии, остается загадкой. Этот феномен зафиксирован не единожды, подтверждая, что остров и его обитатели знали о событиях, которые должны были произойти спустя сотни лет. Подобные совпадения, которые не поддаются логике и объяснениям, лишь добавляют загадочности этому месту. Из-за этого исследователи продолжают возвращаться к острову, пытаясь выяснить, что скрывается за этими странными связями. Остров словно живет по своим законам, застилая тайнами как свое происхождение, так и роль в судьбах тех, кто ступает на его непредсказуемые берега.